Всем здравствуйте! Сегодня покажем вам коротенькое видео, как мы один из вариантов восстановления, ремонта форсунки Bosch. По нынешним временам самая простая форсунка, электромагнитная форсунка Bosch 275 с автомобиля Kia, с такого мощного дизельного джипа. Этой форсунки капот, а конкретно клапану, управляющему внутри, он не способен закрыться. Посадочная поверхность шарика размыта качественно, только уже время. Сливает активненько. Сейчас будем ее разбирать и восстанавливать практически без использования новых запчастей. Как показал опыт, такой метод ремонта вполне себе жизнеспособен, потому что форсунки ходят 100 тысяч, 200 тысяч после этого ремонта без использования новых клапанов. Восстанавливая старый клапан, ну, есть, конечно, пару примочек, чтобы это было эффективно. Все, наверное, не буду рассказывать. Кому интересно, приходите. Некоторые клиенты хотят присутствовать. Я работаю один. Есть с кем поговорить. Убираем. Раз. Это грязные работы. Сейчас мы будем разбирать, смыть. Как просто разберем и помоем. Чисто. Как и в любом ремонте, в принципе, чистота это очень важно. Половина успеха. И сейчас будем доставать с наших Ну, этот способ ремонта, кстати, дешевле. По нынешним временам это, я думаю, весьма актуально. Не у всех есть лишние деньги на ремонт, потому что оригинальные запчасти только на Bosch дорогие. Поэтому практически, повторюсь, без запчастей. Вот он, наш клапан. Шланг вставляем. Здесь затиры не такие сильные. Вот с этой штукой будем работать. Можно попробовать показать какой-то износ. Я работаю с микроскопом. Уже к ним признал. Попробуем показать электрону. В общем, вот как-то так. Для этого мы берем этот клапан, сюда накладываем затирочную пасту, разбавленную с маслом моторным. Ставим сюда. И на
чтобы лицелишная паста опять заняла место. И так до полной победы, как говорится. И обычно 4-5 раз приходится, потому что износ большой, как правило. Скорее всего, этого было мало. Но сейчас посмотрим. Моем. Визуальный осмотр показал, что еще есть. Еще надо тереть, ну еще раз или два подхода. И вот мы уже собрали ее, кажется. И сейчас будем проверять, что же у нас получилось. Ну, видно, что на качке уже работает нормально. Обратка даже еще и не появилась. Она прыщет, распыляет. И для дальнейшей диагностики будем ее устанавливать на стенд, чтобы быть уверенным, что она рабочая. Будет работать на машине хорошо. Опять же, друзья, можем восстановить, можем новый поставить, все зависит от желания. Можем вообще новый поставить. Можно на разборе вариант. Реально первый раз поставил. Форсунка хорошая в цвет. Должна хорошая, ремонтопригодная, долговечная. И давление, при котором работает тонна 350. Такое большое, долговечное. Важный этап при ремонте форсунки — это опрессовки. Совсем сейчас их собирать, проверять.
очень мало, надо подрегулировать, но обратно вот хороший. Чуть-чуть добавить. Ну, на машине может ощущаться как плавать. Ну вот, в принципе, у нас вот такой новый код, все, статус кодирования. Вот, главное, что вот эти параметры все у нас с собой. Вот и все, новый код. Короче, форсунка установлена на ровном месте. Все, будет ходить и 100 тысяч, и 200 тысяч. И все будет прекрасно. Ну вот, в общем-то все. Форсунку установили со старым клапаном. По бюджетной цене для гостей, для клиентов, людям, которые нужно установить форсунки. Вот. Ну и как вариант, то что можно установить старый клапана, некоторые клиенты предпочитают ставить новые. Вот нам пришла посылка, новые клапана для вот 279 форсунок. Вот клапана мы ставим только хорошие, как сейчас говорят, оригинал. Вот это Bosch, так они выглядят. Страна-производитель Германия. Bosch, 3 новых клапана. Можно или установить старый, или поставить новый. Кому как больше нравится, кого как позволяет бюджет. Ставьте лайки, дизлайки. Всем здоровья. Все, всем пока.